Здравствуйте, добрый вечер всем, кто смотрит в прямом эфире, всем, кто смотрит в записи. Да? Сегодня у нас очередная лекция из серии «Смысл жизни по картам Таро». Начали мы эту серию с императрицы, несколько не по порядку, да, просто потому что вот уже после высшей жрицы ко мне пришла идея о том, что было бы неплохо запустить серию таких видео именно по смыслу жизни, потому как часто спрашивают, много спрашивают, интересуются, саморазвитие, лучи миссии, все вот это вот. Объясняя, что такое лучи миссии и как они соотносятся со смыслом жизни, с кармическими уроками, как раз на прошлой лекции из этой серии. Поищите, пожалуйста, если вы впервые на канале, поищите видео «Смысл жизни по императрице». Вот там в самом начале я объясняю, что такое лучи миссии, почему это выражение сейчас на слуху, ну, собственно, как я его понимаю, и как я понимаю смысл карт Таро применимо к смыслу жизни. Все очень просто, повторюсь чуть-чуть. Не волнуйтесь, кстати, если видео будет вам казаться слишком длинным, по итогу там может и до 2 часов видео доходить. Не относитесь к этому как к быстрому справочному видео, да, где вам за 5 минут объяснят, что такое карта Таро. Скорее относитесь это как к длинной интересной книге, которую можно читать, перечитывать, начинать читать в любой момент. Конспекты ввести не обязательно. В комментариях к прошлому видео был вопрос по конспекту. Не нужно вести конспект просто потому, что это мешает пониманию карт Таро. Да? Если вы просто будете слушать и пытаться понять, о чем речь идет, да, это будет в любом случае полезнее, чем конспект. Потому как пока вы записываете, вы теряете нить разговора, вы теряете суть, смысл. Да? Выпадаете из ритма понимания, скажем так. В любом случае, видео можно будет пересмотреть, перемотать. Все будет сохранено в доступе, поэтому не волнуйтесь, все это останется в доступе в любом случае. Записывать ничего не надо. Можете, конечно, но я не думаю, что в этом есть какой-то смысл. Хорошо. Если кому-то будет нужна консультация, традиционно приглашаю в описании к видео, там есть все контакты. Звоните, пишите, нужна помощь, я работаю именно в этом плане, да, то есть я не маг, не волшебник, я таролог, который занимается только картами Таро. Ни магией, ни приворотами, ни отворотами, ни заворотами, только картами Таро. Вот. Хорошо. Ну что ж, поехали. Давайте включим нашу... Так, как это у нас? Включим нашу трансляцию, презентацию, да? И начнем потихонечку разбираться с императором. На прошлой лекции по значениям карт Таро мы уже говорили с вами о том, что император это у нас Гефест, либо вулкан. Да, если уж брать древнегреческих богов, а вы знаете, что я очень люблю древнегреческих богов, просто потому, что я филолог по первому высшему образованию, мне очень интересна именно филологическая сторона мифов, да, не столько философская, сколько именно историческая еще, скажем так. Само собой, что история без философии не существует, как и философия без истории, поэтому то, как люди в древности видели богов, очень важно. Это, можно сказать, отражение их мировоззрения на тот момент. Конечно, сейчас, если человек верит в каких-то древних богов, мы подозреваем его в каком-то, ну, идолопоклонничестве, то ладно, но мы подозреваем его в каком-то примитивизме. Но я бы посоветовал не впадать в эту ошибку. Дело в том, что есть люди, которые пытаются усложнить мировоззрение, да, которым нравятся сложные системы понимания, как оно работает, что с чем взаимосвязано, да. Им нужно понимать все до деталей, до нюансов, до тонкостей. Они видят во всем в первую очередь науку. Они видят во всем какие-то реальные, весомые материальные причины. Это больше похоже на карту Таро, колесо фортуны. Там в прямом смысле чуть ли не механизм, да, вот это колесо очень похоже на колесо прялки. Да, в принципе, оно и является колесом прялки. Ну, об этом мы будем говорить в следующих видео по картам Таро. Но вот мировоззрение, которое
объясняет все происходящее только силами природы, оно несколько однобокое. Оно несколько субъективно, скажем так. Хотя и достаточно детализировано, вплоть до атомов, да, вплоть до множества причин и понимания того, что не всегда ты можешь эти причины сложить одна к одной и вывести некое общее направление, некий общий вектор силы и понять причину, по которой у тебя в жизни что-то происходит. Да? Вот. Существует фантастический фильм, что-то по поводу того, хичхакинг в вселенной, автостопом по галактике, да? Вот там есть хорошая тема по поводу того, что к какому-то суперкомпьютеру пришли с вопросом, ответ на самый главный вопрос вселенной и вообще всего. Он долго-долго, много тысяч лет думал, по итогу выдал ответ 42. Да? Что 42? Ну вот 42. Самый главный ответ на все вопросы. Что там и как, почему, зачем. Невозможно понять ответ, если ты не знаешь причины самого вопроса. Поэтому, задавая себе вопрос о смысле жизни, мы в первую очередь погружаемся в наш материальный мир. Вот, мы расцениваем все с точки зрения человека, который живет здесь и сейчас. Да, поэтому очень многим людям кажется, что смысл жизни есть только в материальной жизни. Они забывают о душе, о том, что есть некая жизнь после смерти. Я, кстати, должен сказать, что, ну, если уже так трезво судить, да, то я склонен верить многим религиям, которые, да почти все религии говорят о том, что есть жизнь после смерти, да. Я в свое время интересовался активно этой темой, общался с людьми, которые побывали там, ну, либо их реанимировали как-то после аварии, либо во время операции что-то случалось, и они умирали, их потом откачивали. То есть люди, которые были по ту сторону смерти и каким-то образом вернулись, все они рассказывают о том, что какие-то эмоции, какие-то не столько ощущения, сколько именно эмоции, да, они испытывали, поэтому, скорее всего, там что-то есть. Плюс, опять же, все религии говорят о том, что что-то там есть, и игнорировать религии, которые, в принципе, объясняют очень многие вещи в нашей жизни, я бы не стал. Я бы скорее учел их опыт и приобщил бы к делу. Вот. Поэтому рассматривать мир только с научной точки зрения тоже такое себе занятие, несколько однобокое. Соглашусь с колесом, я дева и думаю, что это логично. Кстати, вот для девы колесо вполне нормально. Да? Девы видят детали, видят очень много нюансов, и для дев картина мира складывается как раз из взаимодействия вот этих самых деталей, нюансов, вот этих атомов, субатомов, всех вот этих сил, которые складываются во что-то одно. С другой стороны, до сих пор научный взгляд на нашу жизнь не дал нам главного ответа в смысле жизни. Да, то есть зачем это все нужно, да, какой в этом всем смысл, высший смысл, к чему все это идет. Потому что если судить с точки зрения жизни просто о том, что у нас происходит, да, наша жизнь смысла особо не имеет, ну, человеческая жизнь, да, если все равно вы умрете, если верить ученым, и сознание это продукт только мозга, да, то есть сначала мозг, а потом уже сознание, то, соответственно, мозг умирает, сознание исчезает. Поэтому в конце концов вы исчезнете, и нет никакого смысла во всех этих переживаниях, во всей этой памяти, во всех этих действиях, если вы исчезаете, умираете, да? Поэтому в нем нет смысла уже сейчас, скажем так. Поэтому зачем дальше жить, если... Вот. Можно сказать, что ну как же смысл жизни в наших детях? Да, но для вас лично, когда вы умираете, память о том, что у вас есть дети, стирается, сама вся эта память исчезает, и смысл теряется вместе с этой памятью. Поэтому и существует понятие души, которая возносится куда-то туда, в другой мир. Это все будет важно впоследствии. Должен сказать, что все, что я говорю, может казаться каким-то оторванным от значения карты. Однако впоследствии, когда мы с вами пройдем все карты Таро, вы будете видеть, как все то, что я говорю, оно складывается в некую такую общую картину, достаточно логичную и, самое главное, интуитивно понятную.
Вот, то есть, ну, вы просто увидите, что да, в самом деле карты Таро удобно раскладывать по зодиаку, по смыслу. Вы будете видеть этот смысл просто потому, что будете его ощущать. Вот. Физическую смерть и придуманную веру разве можно мешать? Жизнь после смерти — это средство манипуляции. Ну, для кого-то средство манипуляции, а для кого-то это реальность, в которую они верят, и это реальность, которая их мотивирует. Откуда вы знаете, в конце концов, есть она или нет? В картах Таро есть карта смерть, которая говорит о том, что это ждет всех людей, и дороги назад нет. Да? То есть, если ты вернулся неким образом случайно, то это только время. Да? Все равно ты уйдешь туда окончательно. Поэтому, ну, скажем так, все это нельзя об этом сказать с уверенностью, пока мы не пощупаем это руками, раз уж мы судим с позиций диалектического материализма, да, как коммунисты, что вот материальное оно есть, нематериального нету. Ну, скажем так, я считаю, что все-таки что-то есть. Есть много друг Горацио на свете того, что неизвестно нашим мудрецам. Хорошо, но мы в самом деле чуть-чуть отходим от темы. А тема в том, как человек может познать этот мир с точки зрения императора. В чем может быть смысл жизни для человека с точки зрения императора. Кто такой император? Мы с вами говорили, что это, во-первых, отец, да? Это образ человека, либо некой силы высшей, либо реальной нашей, материальной, физической, которая формирует наши ощущения о порядке. Можно сказать, что это мужественность, но в том ее аспекте, которая направлена в первую очередь, на создание порядка в нашей Вселенной, в нашей жизни. Наша Вселенная есть наша жизнь, да, на каком-то уровне наша Вселенная, на каком-то уровне наша обычная бытовая жизнь. Как правило, сложилось исторически так, в нашем обществе, в патриархальном, замечу сказать, обществе. До сих пор общество еще патриархальное, хотя сейчас отчетливо виднеется тенденция к выравниванию прав мужчин и женщин. В принципе, это хорошо, это правильно в нашу эпоху. Вот, потому как сейчас эпоха очень такая близнецовая, скажем так, да. Вот, ну, об этом сейчас не будем, но тем не менее, сейчас выравниваются права и возможности у всех людей. Не то чтобы осознанно как-то мы подтягиваем права, просто возможности у мужчин и у женщин выравниваются, женщины получают больше возможностей, например, возможность ходить на работу, возможность заниматься тем, что им нравится, возможность высказываться как-то, да. Одновременно со всем этим подтягиваются и права, да. То есть, ну хорошо, раз ты ходишь на работу, будь готов к тому, что ты должен делать что-то еще, да, кроме этой работы. Но традиционно у нас есть вот такая пара. Мужчина и женщина, императрица и император. Если императрица — это Афродита, то император — это ее муж, это Гефест, который традиционно считался этим самым богом материального порядка, материального создания. То есть есть что-то такое, что наша материальная Земля рождает, да, а Венера и вторая планета Тельца Хирон, он же Гефест, да, ну, по смыслу, да, по сочетанию, я об этом говорил в прошлой лекции, по смыслу как раз хорошо совпадают с тем, что муж и жена, они дополняют активно друг друга. И смысл императора как раз в том, чтобы не просто существовать отдельно, самому создавать что-то, какой-то порядок. Порядок создается из хаоса. Да? То есть вначале не было ничего, потом появилось слово. Слово появилось не просто само по себе, да? Оно появилось из ничего. То есть есть хаос и есть порядок, который мы извлекаем из этого хаоса. Слово, по сути, если мы берем закон Божий, да, Евангелие, то это, конечно, квинтэссенция порядка. Слово — это ощущение, мысль, изреченная в некой форме, в правильной, в удобоваримой и понятной форме. Поэтому, если мы рассматриваем дикую природу в виде императрицы и мужскую цивилизацию в виде императора, то, конечно, это умение создать порядок из хаоса.
на взаимодействие мужчины и женщины, на буйном нраве женщины и на умении мужчины подчинить себе этот буйный нрав, да, ну, опять же, я немного утрирую, потому как карты Таро, они такие радикально утрированные, чтобы глубже докопаться до эмоций. На этом конфликте основано огромное количество произведений художественных. Огромное. Просто потому, что это одна из основных, одна из главных тем материальной жизни человека. Вот. Поэтому император, в первую очередь, это умение упорядочить свою жизнь. Если императрица — это умение увеличить что-то в своей жизни, да, это умение плодоносить, умение быть плодородным, умение создавать и рождать что-то в своей жизни, неважно, детей, людей, либо какие-то предметы, что-то создавать, увеличивать количество денег, увеличивать количество произведений искусства, увеличивать количество мышечной массы, это все по императрице. Некий рост, умение создать из одного чего-то маленького, чего-то больше, либо по количеству, либо по объему, в принципе. А вот император — это умение вовремя ограничить этот рост. Потому что кто у нас император? Император у нас сидит на квадратном троне, да, он весь олицетворение, скажем так, порядка, прямой линии. Я уже говорил на прошлой лекции, что император — это прямая линия. Потому что по прямой линии есть одна сторона и есть другая. Эта прямая линия отделяет одну сторону от другой. Во-первых, все точки на линии, да, они следуют некоему правилу, да, то есть какому-то порядку. Каждая точка идет за следующей, описывается какой-то математической формулой. Либо это формула прямой линии, либо это формула какая-то другая изогнутая линия, синусоида, да, либо что-то еще такое. Определенный порядок в следовании точек по этой линии есть. Какой-то закон, которым описывается движение этой линии. Либо если эта линия прямая, то это самый явный прямой порядок действий, который подразумевает человек. Что-то взять и выпрямить, отделить от листьев, сделать прямую палку, отсечь лишнее. Есть бесформенный камень, да, его можно обтесать специальными инструментами, искусственно созданными, да, под нужную тебе форму. Взять то, что тебе дает природа. Заметьте, природа сама, она мягкая, округлая, такая вся льется-вьется, да, как плющ вьется по каменной стене. Вот эта каменная стена, она и ограничивает рост этого плюща. Само собой, что ограничивание, да, отсекание и отрезание и запрет — это одно из значений императора, потому как суть закона как раз в запрете. Запрет — это отказ от того, что неправильно. Да? Думаю, что вы поняли. Когда человечество создает законы в своей жизни, оно запрещает делать то, что нехорошо, то, что неправильно, то, что не подпадает под эту прямую линию. Поэтому, когда политические деятели говорят какие-то странные фразы, которые для вас звучат очень странно, в чем-то они логичны. Когда они говорят, что запреты есть самая сильная форма свободы, на самом деле да. Как это ни парадоксально звучит, запрет ведет тебя к пониманию твоей личной свободы. Он тебя ограничивает, но ты четко понимаешь, что внутри этих ограниченных рамок ты полностью свободен. Ты можешь делать все, что хочешь. Да? То есть это как папа, отец, глава семьи, он же император, вам говорит: вот, пока вы маленькая, да, вот говорит: вот, смотри, вот тебе твоя детская комната, в этой детской комнате твори, что хочешь. Играй как угодно, можешь тут рисовать по стенам, можешь тут делать, что хочешь. Вот твоя свобода. Свобода самовыражения, свобода роста. Тогда он ведет себя правильно по императрице, по любви, да, к этому ребенку. Но, с другой стороны, он должен вести себя по запрету, да, то есть он должен говорить: но когда ты выходишь за двери своей детской комнаты, во взрослую спальню, допустим, да, либо в коридор, на кухню, там нельзя рисовать на стенах, там нельзя царапать пол, там нельзя дергать кота за хвост, там нельзя к папе заходить в кабинет, когда он работает, допустим, да, что-то такое. То есть вы чувствуете запреты, вы чувствуете свободу в рамках этого запрета. Само собой, что если мы берем какое-то понятие и слишком его усиливаем, да, слишком много запретов — это ограничение вашей личной свободы. Но свобода
само собой, она находится в рамках этого запрета. Есть известная фраза о том, что свобода ваша заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Понимаете, да? То есть все равно вот эта граница есть, все равно этот запрет присутствует. Этот запрет и олицетворяет собой свободу. Оно так звучит чуть-чуть как-то запутанно по-философски, но тем не менее у нас с вами все-таки высшая философия карт Таро, а не просто там вот это мама, это папа, да? Все, да. Хорошо, тем не менее, вот тот самый папа, он и создает грамотные правильные запреты. И грамотный император, правильный отец, он всегда будет давать ту свободу ребенку жизни, которую он должен ощущать. То есть свободу самовыражения, свободу неких действий. Зачем императору нужен этот запрет? Зачем вообще в нашем мире существуют некие запреты? Это категория воспитания, скажем так, ребенка, если мы говорим о семье, да. Почему? Почему император имеет право на запрет? Потому что он властелин вот той самой линии перехода из одного мира в другой. Мать традиционно сидит с детьми. Она находится при детях, пока они не вырастут практически постоянно. Вот. А вот отец, он бывает дома только по вечерам, либо по утрам. Все остальное время он находится где-то там, в другом мире. Выходит за пределы пещеры, за пределы квартиры, чтобы ловить тех самых мамонтов, убивать саблезубых тигров и тащить в дом, в пещеру вот тех самых мамонтов в холодильник, шкуры диких львов и прочее. Все добро нужно нести в дом. Да? И вот этот человек, который умеет ходить в какой-то другой, чужой, опасный мир, он хорошо знает, где нужно проложить линию запрета, потому что он хорошо знаком с двумя мирами. С этим домашним уютным детским миром, миром родителей и детей, и с этим внешним большим страшным миром, в который детям пока нельзя. И пока вы не поняли своим разумом, как действовать на своем собственном опыте, вам нужно слушать запреты вот этого самого отца, этого самого императора. Он отсекает все лишнее, то, что может принести вам вред. Вот, так что если мы берем вкратце смысл жизни по императору, это умение провести черту, умение избавиться от того, что вам не нужно, умение ходить в тот мир, чтобы понять, какие действия правильные, какие действия неправильные. Само собой, по императору еще и очень важно не только создавать эти правильные, разумные, творящие свободу запреты себе, своим детям, своей семье, но и другим людям, о которых он заботится. Потому что император это не Овен, как мы уже с вами говорили на предыдущей лекции, да, мы пришли с вами к такому интересному выводу. Мне понравился этот вывод, да, такое коллективное творчество, что головы овнов на карте Таро, император, это не суть овна. Конечно, само собой, Уэйт мог иметь в виду именно Овна, просто потому что в то время не было так много информации, как у нас сейчас. К тому же Уэйт руководствовался в прорисовке этой карты традицией ордена Золотой Зари, которую сам потихонечку и начал нарушать, да, создавая новую колоду Таро, да. Вы, наверное, в курсе, что в колоде, что в ордене Золотой Зари существовала своя традиция карт Таро со своей колодой, там еще что-то такое, да. Вот Уэйт создал новую, как бы он перешел ту черту, да, за которую заходить вроде бы не должен был. По традиции он не должен был выпускать наружу секреты Золотой Зари, но он сделал это в такой завуалированной форме и кое-что переиначил, поэтому Таро Уэйта и Таро Ордена Золотой Зари несколько различаются, хотя есть общие черты традиционные, которые он тоже учитывал и тоже оставил в своих картах. Так вот, по нормам Золотой Зари это был как раз Овен, потому как они руководствовались кабалой, учением кабалы, да, какой-то букве соответствует эта карта, соответственно, это Овен. Ну, в общем, там высшая кабала, в это дело я не лезу, я не каббалист. Поэтому, так скажем, можно сказать, что Овен тут присутствует, но в таком виде, скорее, завуалированном, да.
Дело в том, что в то время считалось большинством историков, ученых, астрологов, да, если можно сказать так, что мужем Афродиты либо Венеры был Арес, либо Марс. Да? Но мы-то с вами уже теперь знаем, мы покопали достаточно древнегреческих мифов, чтобы знать, что на самом деле Гефест — это образ законного, правильного супруга, который не изменяет жене, который соблюдает с собой же и созданные правила, да, вот. Это именно Гефест. И Афродита была женой Гефеста. Так и вот, это таки Гефест. Можно сказать, что император правит теми, кто ошибается. Да? Есть, допустим, если мы возьмем карту Таро император от заклятого врага Уэйта Кроули, да? У Кроули у ног императора лежит ягненок, символ Христа. Да? Надо сказать, что это отсылка к христианскому учению, да, к христианскому символу, что Бог — это мой пастырь, да, и овцы, правильные овцы не будут нуждаться ни в чем, если они будут правильными, да, то есть если они будут соблюдать закон, то император будет для них добрым. Он будет их на руках носить, как ту бедную овечку маленькую, заботиться, от волков оборонять. Но если ты злой, плохой, эгоистичный овен, то как бы все вопросы только к тебе будут. Поэтому можно сказать, что если это христианская традиция, если рассматривать с точки зрения христианской традиции, то можно рассматривать императора как доброго пастыря. Причем скипетр в его руке подозрительно напоминает именно пастушеский такой вот жезл. Да? Ну, может, я, конечно, уже за уши притягиваю, но что-то такое схожее есть. Конечно, это анг, да, но не такой анг, как у императрицы, допустим, да. Это больше похоже именно на пастуший жезл. Поэтому можно считать, что это пастырь, что это тот, кто создает правила, по которым живет общество, стадо вот тех самых правильных овец, скажем так, те, кто наследует Царство Небесное, да? Зачем ему анг, если он управляет материей? Ну, во-первых, анг — это такая тема, которая давалась практически всем древним богам. Считалось, что анг — это умение управлять не столько материей, сколько энергией жизни. Анг — это жизнь вечная, жизнь повторяющаяся, и вообще сама система ангха, да, давайте отвлечемся чуть-чуть. Что такое анг? Это крест с петлей сверху. Симбиоз креста и того самого Уробороса, да, который является собой бесконечность нашей жизни, бесконечность времени, можно сказать, да. Поэтому анг — это символика того, ну опять же это предположение, но достаточно красивое с точки зрения египтологов, что крест — это символика пересечения интересов, да, разных стихий, это символ нашей материальной жизни, где все стихии сходятся в 4 четвертях, и их противодействие, как основных активных и пассивных стихий. Одна палочка переключается с другой палочкой, пассивное начало и активное начало во всем, в том числе и в самом человеке, создают массу конфликтов, которые и являются нашей жизнью. И мы вот варимся во всех этих мелких, приятных и не очень конфликтах. Да? По сути, и создает активную жизнь. А вот Уроборос, вот та самая петля, либо как в дзене, да, символ дзена, просто круг, повторяемость жизни и ощущение всего. Вот там есть повторяемость этой жизни. Поэтому жизнь материальная и питается той энергией, которую им дают боги. И вот тот самый император, он ходит по ту сторону. Он как отец выходит наружу за пределы материальной жизни, берет оттуда энергию, либо некие высшие законы и осуществляет их на материальном уровне. Он откуда-то из чужого мира приносит вот этих мамонтов, да, что-то вкусное, сладкое, зарплату, орешки детям, что-то такое приятное, да, жене шубу приносит. Вот. Он ходок по ту сторону, поэтому он знает, где нужно проложить границу. Он держит этот ключ, анг еще и считался ключом для входа в потусторонний мир. А Хирон, вторая планета Тельца, да,
как раз и говорит о том... Да что же он мне хочет тут меня слушать? Ладно. Хирон, вторая планета Тельца, как раз и выглядит в форме ключа, да, символ Хирона, который и обозначает умение открывать и закрывать эту дверь, которая лежит на границе двух миров. Хирон отвечает за потусторонние умения, скажем так, за сверхспособности, да, за умение войти в астрал, выйти из него, что-то такое, общаться с богами, с другими людьми, поэтому у тельцов очень часто прослеживаются такие экстрасенсорные способности. Хирон как раз и отвечает за экстрасенсорные способности. Поэтому можно сказать, что еще один из смыслов жизни по императору — это прочувствовать вот эту границу между двумя мирами, и уметь за него выходить и возвращаться назад. Потому что уходить совсем не надо. Нужно знать, где твой дом, и возвращаться назад. Потому как император — это владыка нашего материального, земного мира. Зачем ему Анг, если он управляет материей? В том-то и дело, что материей он управляет с помощью той энергии, которую он берет где-то в том мире. Да? Он создает что-то. Гефест, напомню, он являлся богом-создателем. Не создателем всего, а богом-создателем материального мира. Потому как боги, они нематериальны. Это высшее понятие, да? И все доспехи, все корабли, все повозки, вот все, чем оперировали в материальном мире боги древнегреческие, создал им Гефест по приказу Зевса. Зевс — это некий высший порядок, поэтому можно сказать, что император — это еще и олицетворение Зевса, но на каком-то надматериальном уровне. Поэтому тут скорее намек на Зевса, как на бога отца, скажем так, да? Вот. Но в первую очередь император — это, конечно, бог-отец материального мира, то есть Гефест. Аналог Гефеста, как я уже говорил на прошлой лекции, в Древнем Египте это бог Птах. И вот он олицетворялся напрямую с архитектурой. Это бог-создатель. Взять камень в дикой природе, взять дары дикой природы и окультурить их, обтесать, уложить один на один, создать некую форму. Тельцы очень хороши в создании форм, как в производстве, так и в создании форм. Да? Вот. Поэтому, понимая карту Император, важно понимать, что это не столько ограничивающий запрет, сколько созидающий запрет, да? Вот, это умение выходить по ту сторону, ощущать энергии, которые есть в том мире, да, и создавать здесь, на материальном нашем уровне, что-то материальное, что-то полезное, да? То есть правильный телец, высший телец, он создает, творит под впечатлением вдохновения, которую он находит где-то в том мире. Он уходит в астрал, он погружается полностью в работу, он теряет связь с материальным миром, он находится в мире таких, скажем так, ощущенческом мире. Советую посмотреть сказочку новую от Пиксара, по-моему, если я не ошибаюсь. Мультфильм такой, называется Soul, душа. Вот там как раз есть момент, где музыкант, когда он погружается в музыку, в мелодию, играет музыку, он как бы своим сознанием переносится в какой-то другой мир, волшебный потусторонний мир, да, в который, кстати, люди потом уходят после смерти, что интересно. Вот. Поэтому император — это ограничивающий запрет от нашего выхода в тот мир, где мы можем умереть, если мы пока не имеем опыта для вхождения в этот мир. Страшный мир опасностей. Вот. Кстати, девушки и мужчины, не стесняйтесь задавать вопросы, да, и если вопросы будут в тему, мне это будет очень помогать и развивать мысли, потому как, ну, в самом деле, тут есть много интересных нюансов, о которых я просто забываю от того, что их много, и каждый из этих нюансов очень глубокий, да, каждый из этих нюансов, о каждом из них можно говорить часами, да, но у нас есть всего там час-полтора, уже, вот мы уже 40 минут общаемся, да. Вот, так что вы не стесняйтесь, задавайте вопросы. Если они будут в точку, то я сразу их буду разбирать. Если можно будет после, то я чуть-чуть позже просто о них опять же пройдусь. По ним пройдусь. Вот. Поэтому смотрите. В чем смысл жизни по императору? Это умение отсечь лишнее. То, что тебе мешает. Как для выхода во внешний этот мир, так и для познания материальной жизни. В первую очередь для материальной жизни.
Потому как бог Гефест создает что-то, отсекая лишнее, выпрямляя, нагревая и выпрямляя железную руду по определенному лекалу, которым является прямая плоская наковальня. Императоры очень часто рисовали на квадратном кубе, да, и сам Уэйт писал, что порой его рисуют на квадратном кубе, это создает некую путаницу, да. Вот, поэтому квадратный куб это прообраз наковальни, а наковальня что есть такое? Это прямая линия, это поверхность, на которой создаются прямые линии. Это правило, к которому нужно приложить что-то природное, чтобы тоже выровнять, подвлечь под это правило. Вот. Поэтому смотрите, конечно, важно выражать свою природу. Важно учиться жить по своей внутренней императрице, по своей природе, по тому, к чему вас тянет, влечет, по тому естественному природному желанию, которое вас будет физическое тело. Но с другой стороны, его нужно ограничивать. Помните, я вам говорил на лекции по императрице, что влечение к сладкому – это хорошая, правильная программа с точки зрения императрицы. Потому что, когда человек жил в пещерное время, в пещерную эпоху, в доисторическую, найти что-то сладкое было большой удачей, потому как, допустим, что у нас там было сладкого? И из реальных таких сахаров, да, углеводов в чистом виде, это мед. Сложно найти что-то слаще меда в дикой природе. Наверное, даже невозможно. Человек пока еще не научился делать сахар из того же тростника. Максимум, что можно было этот тростник просто пожевать, и как бы, ну, толку из этого было мало, там был только вкус. Вот, поэтому, когда пещерный человек находил гнездо с пчелами, улей вот этот природный, это было огромной удачей, потому что в меде, в меду, да, много углеводов, это шикарный источник дешевой энергии. Ты съел жменю меда, и у тебя вот этой энергии навалом. Чтобы получить столько же энергии, сколько есть в жмене меда, да, нужно съесть столько этих корешков, столько всякой растительной пищи, переживать столько листьев, что тебе нужно полдня ходить искать что-то съедобное, да, тратить энергию, чтобы получить ее чуть-чуть, потом опять ходить тратить, чтобы найти очередной корешок, либо бегать полдня за этим зайцем несчастным, чтобы убить зайца, съесть его, да, запитаться энергией, ты смотришь, ты ее израсходовал столько, что как раз и хватило этого зайца поймать. Сладкое это хороший, правильный с точки зрения природы источник энергии, поэтому организм наш до сих пор очень любит сладкое. При сладком ощущении сразу включается режим «давай еще». Хороший момент, удачный момент, надо съесть как можно больше, потому что следующее гнездо с пчелами, да, вот этот улей, будет не скоро, поэтому нужно пользоваться моментом, есть сладкое, пока оно есть. Так вот, это дикое чувство природное, оно в принципе правильное, потому что углеводы нам нужны еще и для работы мозга, да, мозг сжирает огромное количество вот этой быстрой энергии, которую дают быстрые углеводы, сахара. Так вот, император – это умение ограничивать себя от чрезмерного, то бишь неправильного потребления вот этой самой дешевой энергии. А ее в нашем мире сейчас навалом, да? Поэтому император – это вот и есть та самая диета, жестко ограничивающая, но на самом деле прокладывающая линию между правильным и неправильным поведением, между миром, в котором ты будешь счастлив, и миром, в котором ты можешь умереть. От чего-то там, от переедания сладкого, там слипнется что-нибудь, либо диабет будет, да, вот. Поэтому, как бы, ну, вот, они хорошо работают в паре. Мама любит, папа воспитывает. Что есть воспитание? Это наложение правильных запретов, которые позволяют тебе систематизировать свою жизнь. Жизнь по природе в природе для нас выглядит хаосом, пока мы не начинаем осознавать некие правила, которые сами себе рисуем, да? Вот. Вообще, вы, наверное, знаете, что ученые находят каждую следующую новую частицу, элементарную, да, только после того, как высчитывают математически то, что она вообще должна существовать как-то. Потому как в математике что-то не сходится, есть какие-то несоответствия, да, ну и, соответственно, раз несоответствие есть, значит, есть там, наверное, еще какая-то частица.
раз, исследуют и находят эту частицу, да. То есть вот тот хаос, из которого состоит наша материальная жизнь, мы потихонечку по императору упорядочиваем, объясняем себе эти правила, переводим логику. Вот, во все, что у нас существует. Мы из хаоса создаем слово, да, то есть закон, то есть порядок, то есть объясняем себе систему, по которой все это там существует, объясняем себе причины и правила, которые правильны либо неправильны. Поэтому человек, пытаясь разумом, мозгом понять законы природы, объясняет их с помощью богов. Да, вот есть бог, ему принадлежит определенный ряд действий. Да? Например, Афина ответственна за разумную войну. Марс ответственен за войну неразумную, за просто желание убить, забрать, отнять. Да? Афродита ответственна за желание там секса и больше за увеличение количества. Гефест, он ответственен вот за производство чего-то материального, за то, чтобы взять идею в каком-то мире, в мире богов, и осуществить ее в мире людей. Сообразно желанию богов, опять же, понимаете? Поэтому император — это тот самый Гефест, который знает желания богов, знает волю богов, а воля богов и есть закон. Поэтому он создает что-то в материальном мире именно по богам, по желанию богов, по закону богов, по какому-то порядку. А Зевс, самый главный бог, это у нас олицетворение мирового порядка, как и бог-отец в авраамистических религиях. Роман, были ли в вашей работе какие-нибудь необычные трактовки императора? Дело в том, что это очень широкое понятие император, одна из самых основополагающих карт, да, поэтому там очень много разных случаев было. Я сейчас вряд ли вспомню что-то такое необычное. Чаще всего, одно из негативных значений, да, это слишком серьезный возраст мужчины для знакомства с женщиной, да, то есть часто женщина, там, 30 лет, может общаться с 50-летним мужчиной, да, и считать, что это нормально, да, хорошо. Хотя, по сути, конечно, правильнее было бы с равным себе по возрасту, либо чуть-чуть старше, потому что мужчина, как император, должен быть чуть-чуть более, как бы, опытным, это, опять же, традиция такая, да, но когда он слишком опытен, когда он слишком стар для этой женщины, да, то создается ощущение отца, а не равноправного партнера. Поэтому, нехорошее, негативное значение, отвечающее на предыдущий вопрос, да, там про отрицательные черты. Вот. Император, он слишком бородатый, он слишком старый, может быть. Закон может быть слишком старый, если ты слишком молод для этого закона. Ты его либо не понимаешь, да, либо просто понимаешь, что он тебя слишком ограничивает в твоем юношеском задоре нарушить все и вся. Поэтому этот юношеский задор и желание сделать не так, как по закону, а так, как тебе хочется видеться правильным, да, вот эти самые панки 70-х, 80-х, 90-х, да, которые нарочито одевались небрежно и неправильно себя вели, нарушая все законы морали общества, да, они чувствовали себя противоположными картами. В частности, вот одно из значений — это дьявол, да, но это скорее что-то уже к следующей карте, да, к Иерофанту. Нарушение законов по Иерофанту влечет за собой появление дьявола, да, то есть учение индивидуалистического, а не традиционалистического. Вот, но пока император у нас это то, как сказал отец. То, как сказал император, как это, I am the law, да, я тот самый закон, я и есть закон. Государство — это я, вот опять же, император, кто там, какой-то из Людовиков сказал, 13-й, 14-й, я их путаю, у меня с цифрами не очень. Вот. Поэтому одно из значений императора, негативное значение императора, пожалуйста, это законы, которые скорее чересчур ограничивают свободу самовыражения по своим природным желаниям. Это диктатор, который узурпирует власть.
Это император, который создает закон, которому вынуждены подчиняться все, и ведут эти законы в неправильный мир, да, ведут к разрушению скорее. Это вот те самые Гитлер, да, фюрер, да, Сталин, как образ вождя, который жесткой рукой убивал миллионы. Конечно, как бы не он сам лично, но он был венцом той системы, того порядка, того режима. Вот режим в отрицательном значении, да, это, конечно, император. Но такой перевернутый, негативный, как бы, да. Еще раз напомню, если мы с вами будем говорить о негативных значениях и отрицательных значениях, это несколько разные вещи. Я не работаю уже с перевернутыми картами. Я временами просто говорю карта перевернута, когда подразумеваю ее негативное скорее значение. Но когда карта перевернута, это не значит, что значение карты переходит в противоположное. То есть, если император у нас переворачивается, становится неправильным, это не значит, что он становится беззаконием. Он как был законом, так законом и остается. Карта-то не девалась никуда. Как есть закон, так и есть закон. Просто он обращен теперь против тебя. Это закон, который тебя ограничивает, подавляет, ограничивает твою свободу, ограничивает твое развитие, рост по императрице. Император не должен ограничивать, он должен поддерживать, направлять и улучшать все то лучшее, что есть в природе, в императрице. Хороший пример правильного императора – Розарий. Знаете, вот, ну, вот эти вот такие палки, да, просто решетка из палок, по которым вьются розы. Да? Вот, пожалуйста, императрица – это розы, которые вьются, а вот эта вот решетка линейная, по которым эти розы вьются, цепляясь, которая им помогает, вот, пожалуйста, это император. Вот это правильный император. Отец, который создает вам основу в жизни, законы, на которые вы опираетесь, привычки, которые вы не понимаете пока, но которые задают вам правильный удел в жизни, вот этим привычкам нужно учиться, нужно понимать, зачем нужен режим жизни. Император – это режим. Да, например, вы встаете в 8 утра, вы не понимаете, вы еще молоды, да, вам 16 лет, как моей дочери. Вы не понимаете, зачем вставать в 8 утра, если можно спать до 10. Просто потому, что ты тогда ляжешь спать в 11 и уснешь вовремя. И у тебя будет 8 часов на сон, там 8-9, сколько как кому нужно, да. И твое физическое тело будет правильно функционировать, да, и ты на следующий день будешь работать более продуктивно. Свеж и отдохнувший, да, ты будешь более продуктивен, нежели человек, который там живет без всякого режима, беспорядочно. Я сам порой этим грешу, потому как я сова, да, я спать ложусь поздно. Раньше часу ночи вряд ли, но где-то в час ночи спать ложусь. А вставать в последнее время приходится в 8, потому как у меня лекции, да, у меня там нужно там кофе, жене чуть-чуть помочь с детьми, там прочее, всякие домашние заботы меня заставляют вставать в 8 утра. Поэтому мне приходится менять режим дня, потому как я чувствую, что я за пределы вот этого императора вышел, и теперь я расплачиваюсь за то, что у меня там чаще болит голова, допустим, вечерами. От переутомления умственного там, либо какого-нибудь там еще. Вот. Так что своей материальной жизнью нужно учиться правильно управлять. Необычные трактовки императора. Александр Григорьевич Лукашенко, да, батька тот самый, белорусский, да, вот, это образ императора. Для одних он добрый, хороший, правильный царь, император такой, вот, а для других он узурпатор и диктатор, вот, потому как он создает законы, он очень любит там создавать декрет номер 1, декрет номер 2, то есть, ну, вот эти все законы, да, которые почему-то не вдохновляют на что-то, а наоборот запрещают и ограничивают. Чем больше запретов и ограничений, тем император становится, ну, таким более злым. Сквозь более мелкую решетку сложно даже палец протиснуть. Чего же говорить о том, чтобы временами ходить по ту сторону. Читала, что в какой-то колоде у императора бельмо на глазу, как будто он не все видит, что происходит вокруг. Ну, это вольное видение автора колоды. Тут уже не знаю про бельмо.
Это что-то новенькое. Но сейчас очень много информации по картам Таро. Большая часть из этого от себятина, конечно. Реальной работы с Таро сейчас очень мало. И как бы найти в самом деле что-то стоящее очень-очень сложно. Вот. Мне что-то посоветовали в комментариях к какому-то видео. Мне посоветовали... Я уже забыл, как сайт называется, как зовут автора, как зовут его теорию, что-то там, амниософия, что-то такое вот. Вот, там традиция Кроули скорее, поэтому я не очень этим заинтересовался, но полистал, почитал. Вот там интересно, достаточно интересно человек работает с историческими фактами, да. Вот, хотя тоже своя система, она от меня далека, я со своим уставом в чужой монастырь не лезу. Но бельмо на глазу, ну, давайте так. Если мы берем императора, он не то чтобы косит, он скорее смотрит на императрицу. Тут оба глаза в ту сторону, да. Просто смотрите, в чем фишка. Очень часто какие-то сочетание палочек, черточек на этом самом, на троне, какие-то складки, да, вот что-то еще такое. Люди ищут скрытый смысл там, где его порой просто нет. Упускают из этого общий смысл. Самый главный символ императора — это просто император. Он в одном слове. Если вы знаете, что такое император, это, скажем, это руководитель империи. Он не просто царь. Царь или король, он царствует над одним королевством. Королей там много, их там 4 по каждой стихии. А вот император, он владетель всего, он владетель мира. Он владыка. Понимаете? Поэтому косит он либо не косит, неважно. Важно, что это закон. Закон суров, но это закон. И вот то, что вам кажется, что он там косит, либо это бельмо, происходит это из того, что в 1910 году внезапно, сюрприз-сюрприз, полиграфия была далека от идеала. Если вы видели оригинальное Таро Уэйта, там такого убогого качества печать, что привидеться там может что угодно. Тем более карта-то она маленькая. Это не формат А4, где видны все детали. Это маленький формат. Там 6 на... Сколько? 6 на 12, на 10 по-разному. Вот. И цепляться к деталям, я считаю, не очень разумно. Их надо знать, конечно, да. Нужно знать, что такое анг. Нужно знать, почему там у него железные ноги. По поводу того, как он ноги держит, это, абсолютно не важно. Важно то, что ноги у него железные, а железные ноги были у Гефеста. Если мы знаем историю, мы понимаем, что положение ног Гефеста никакого скрытого смысла не несет. Несет смысл то, что эти ноги железные, что это Гефест. А кто такой Гефест, мы и так знаем. Это намек на сам смысл карты. В некоторых колодах он сидит со скрещенными ногами. Крест — это форма некоторого запрета еще, можно так трактовать как угодно. Некоторые трактуют, например, тот же повешенный, да, он висит как бы... не хочет у меня... Тот же повешенный, да, вы видите, он висит, у него ноги как бы создают циферку 4. Есть много теорий о том, что значит цифра 4 в плане повешенного. Там, ой-ой-ой, прям почему левая нога, почему правая нога. Прям, очень серьезные теории. По сути, это значит, что люди, мягкие, добрые, современные люди, гуманные, не видели, как человек висит, подвешенный за одну ногу. Он именно так висит. Просто потому, что другую ногу ему в карман спрятать никак нельзя. Она так и будет у него висеть. Я видел там какое-то видео, где где-то происходил самосуд над каким-то вором, где его повесили за одну ногу, вот он вот и висел так на... вторая нога именно в таком положении и была. Очень такое жесткое видео. Там как бы человеку по заслугам, конечно, прилетело. Его, конечно, сдали потом в милицию, в полицию, куда там его сдали. Но зрелище было то еще, и нога там была именно такая. Просто человек, повешенный за одну ногу, именно так и висит. Никакого скрытого смысла в этом нет. Его повесить как-то по-другому, ему эту ногу рисовать было бы очень неестественно. Поэтому он просто висит в естественном положении.
Вот, как-то так. Понимаете? Не всегда есть какой-то скрытый смысл в картах Таро. Просто мы чувствуем вот тайну в этих картах, и нам очень хочется, чтобы эта тайна как-то тоже объяснялась. Но не всегда мы можем объяснить эту тайну. Вот. А вот запреты мы с вами видим, мы знаем, что вот так можно, так нельзя, поэтому по императору мы, конечно, должны понимать эти запреты. Вот. Роман, в прошлой лекции вы рассказывали про врата Изиды, я решила почитать трактовки миссий по картам Таро, но они почему-то не все старшие арканы учитывают, вы случайно не знаете почему? Потому что старшие арканы вложить в какую-то систему логичную по астрологии очень сложно. Почему? Потому что их 22, а знаков зодиака 12. Было бы проще, если бы карт Таро было 24. Тогда можно было по 2 карты впихнуть в каждый знак. Было бы логично, если бы их там было, 12 этих карт. Обычно берут либо 12 карт, либо еще что-то такое, либо впихивают еще там второй картой там какого-нибудь короля, королеву, в общем, что-то такое. От себятина по... Ну как от себятина? Люди видят в этом некую систему, и если она совпадает с их мировоззрением, эта система, то они ей пользуются, она у них будет работать. Точно так же, как я пользуюсь мифологией и астрологией. По мифологии и по астрологии эти карты укладываются очень хорошо, именно вот так, как они есть. Только шут и мир как бы выпадают, но они сами по себе значат что-то более абстрактное, чем нежели каждая из карт Таро, поэтому их можно вынести за скобки, учитывать, что они являются переходом, стыком как бы. Они, вот знаете, если вы склеиваете что-то в стык, у вас как бы часть бумаги исчезает. Вот этот стык и есть шут и мир, да, они как бы вроде бы одна карта, но они разные, они просто лежат одна на одной. То, что заканчивается миром, тут же начинается шутом, шут и есть этот мир, поэтому их тут не учитывают. То, что там по этим трактовкам миссий, это вопросы к той школе, которая рассматривает миссии по картам Таро в своей системе. Как они привязывают это к астрологии, это их дело, но я почитал разные школы, те же врата Изиды, да, тех же этих самых. Чаще всего берут 12 старших арканов, телемиты, то есть последователи учения Кроули. Кроули создал религию под названием Телема, да, то есть это тот товарищ, который был родоначальником современного сатанизма и вообще, в принципе, таких большинства движений, таких магических, скажем так. Вот. Хотя, конечно, большинство течений создал Орден Золотой Зари, но Кроули был выходцем из Золотой Зари, он вот создал такое антирелигиозное движение, которое по итогу и как бы стали все это называть сатанизм, как бы, там тема глубокая, отдельная, я в нее не хочу сегодня залазить, просто потому что это не тема нашего общения сегодня. Это вопрос скорее к ребятам той школы, да, а почему они не рассматривают все эти самые старшие арканы? Чем один старший аркан хуже другого? Это все равно, что выбрасывать за неудобством какой-то из знаков зодиака. Вы же не вырежете его с созвездием с небесного свода. Оно же там есть. Планета же в нем есть. Конечно, как бы наложить карты Таро на астрологию сложно. Это все равно, что пытаться глобус завернуть в плоский лист. Да, вы знаете, что есть разные проекции карт на шар. Вот, и есть такие карты секторами, да, как бы вот Землю рисуют. Есть плоская там с искажениями. Если взять Гренландию и наложить ее там на Австралию, то получится там разные размеры, совсем не такие привычные для нас. Поэтому и тут тоже есть некие искажения, как в том, что, допустим, Луна и Колесница логично ложится на одну карту, потому что следующая карта явно Солнце, а предыдущие явно Близнецы. И впихнуть сюда что-то еще было бы сложно. Вот. Но если что-то выбрасывать, совсем аркан игнорировать, я считаю, это ошибка. Аркан есть, все 78 арканов, они составляют полную систему карт Таро.
И наложить можно эту систему на систему астрологии, если знать как, если знать мифы, а не просто брать, тем более если руководствоваться в наложении карт Таро на астрологию, руководствоваться кабалой, это как, ну, я не знаю, тушить пожар пирогами и блинами и сушеными грибами, да, там есть общее, но оно не совпадает стык в стык. Карты Таро еще как-то можно наложить на эти 12 знаков, но если руководствоваться только кабалой, то как-то так, ну, криво получается. Я не приверженец телемы, поэтому вот мне больше заходят истории про богов, нежели такие совсем абстрактные вещи, как кабала. Может, я еще молод слишком для кабалы, хотя вроде возраст уже зашел, да. Кабалу, насколько я знаю, можно изучать с 40 лет начиная. Вот считается, что до 40 лет человек слишком еще юн, чтобы понять эту кабалу. Может и так. Может, я просто не дорос. Но пока вот 10 лет с людьми работаю, вроде пока помогаю, вроде получается. Ну, может, мне и не нужна эта кабала. Вот. Вытащила себе карту миссию тоже, выпала умеренность, врата Изиды ее даже не упоминают. Но это вопрос к вратам Изиды. Чего же-то они так эту умеренность игнорируют? Они считают, что какие-то карты достойны быть лучом миссии, а какие-то недостойны. Но там такая... У них там своя система. Я не хочу лезть с критикой, просто потому что права не имею. У них своя система. Я тут... Ну, я не то чтобы своя система. Это не моя система. Это, ну, она общепринята. Есть астрология, есть карты Таро. Ну, вот, тот же Юрий Хан и руководствуется, ничего, нормально. У него также карты лежат. Только он их трактует чуть-чуть по-другому. Но это его право, опять же. Вот, врата Изиды вполне могут иметь право в своей теории по своим лучам миссии что-то игнорировать, а чем-то пользоваться. А я имею право сказать, фигня какая-то, понимаете? Почему нет? Женщина-император, какова она? О, хорошо, хорошо, отличный вопрос. Отличный вопрос. Во-первых, она упорядоченная. Да? Можно сказать порядочная. Тоже хорошо. Карта император это не обязательно мужественность, хотя это тоже присутствует. Что такое мужественность? Это умение в нужный момент совершить правильные действия, на которые у тебя должно хватить смелости. Потому что ты выходишь за пределы безопасной пещеры, у тебя есть большой мир со своими законами, ты должен подчиняться этим законам и иметь смелость мужественно делать то, что ты там должен делать по порядку, да. Например, если ты встречаешься на какой-то узкой тропинке с дикой собакой, да, есть правило, что ты не должен бежать, иначе она на тебя кинется. Это очень сложно. Нужно смело смотреть ей в глаза и всячески показывать, что ты тут альфа-самец, что ты доминант, что ты сильнее ее. Тогда она будет тебя бояться. Вот. Не у всех хватает смелости быть мужественным, ну, просто потому, что мужчине нужна смелость для того, чтобы выживать в этом большом мире. Женщине нужна чувственность и приязнь, любовь к другим людям, чтобы выживать в этой пещере общей для всего племени, чтобы уживаться с соседками, с чужими детьми. Потому что чужих детей тоже надо любить, иначе твоих любить не будут. Поэтому как бы вот эти женские общества, женские форумы, они такие вот слащавые, да, вот эти розовые сопли, там девочки, а вот мы там девчоночки, мы там памперсики, там покакули, там вот это все, чего у настоящего брутального мужчины волосы встают дыбом везде, там где растут и там где не растут, да, вот. Женщинам так и положено быть любвеобильными, сладенькими такими, добренькими. Мужчина, он должен быть таким жестким, как кремень, прямым, прямолинейным. Вот женщина-император, она не то чтобы должна быть таким жестким, как мужчиной. Ходить в штанах, выпячивать нижнюю челюсть и говорить чё. Вот. Она должна понимать, что без вот этого упорядочивания, без определенного правила, ее жизнь будет слишком такой, как бесформенной, как дикая природа, которая растет так, как ей хочется, так, как ей вздумается.
Женщина должна создавать в своей жизни какие-то правила, какие-то законы, которым должна следовать. Император — это, в принципе, правило и для мужчины, и для женщины, неважно. Вот, то есть правильная женщина по императору — это женщина, которая следует правилам. Правильная женщина. Неправильная женщина — это императрица, которая живет без императора. Одинокая девушка, которая спит со всеми подряд просто потому, что может, потому что хочет, ее никто не ограничивает. Вот. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это ее личная свобода. Но когда она хочет упорядочить свою жизнь, да, и внести в свою жизнь определенные правила, то есть вот это правильный мужчина, а этот мужчина неправильный. То есть все остальные неправильные, правильный только один. Да? Ну, так как у нас есть такое правило. Ну, вот. Поэтому женщина по императору — это женщина, которая упорядочила свою жизнь, которая следует своему же собственному закону, либо закону общества, как это, ну, по-разному может быть, да. Например, женщина, которая следует диете, она женщина по императору, потому что она ограничивает себя в еде, либо руководствуется определенным правилом. Сегодня мы не едим углеводов, завтра мы не едим жиры, послезавтра мы не едим что там, молочное, да, и так вот по кругу. Один день, один запрет, раз, и по кругу ходим так. Вот, глядишь, похудеем. Либо другое правило. Каждый вторник, каждую пятницу нужно ходить на фитнес, либо в тренажерку, либо в бассейн и заниматься физкультурой, чтобы держать свое тело в определенной форме по императору. То есть отсечь лишний жир. И, знаете, есть вот такие картинки в интернетах, там, где мужчина себя долотом из камня высекает, да, из такого толстого мужчины высекается такой точеный Аполлон, да, так сам себя делает. Вот, с женщинами та же история. Женщина по императрице — это умение вовремя радоваться сладости жизни, брать эту сладость, есть этот мед. А умение женщины по императору — это вовремя себя ограничивать, руководствоваться правилами и понимание того, что должно быть что-то искусственное, внесенное в нашу жизнь. Что-то правильное, что-то определяющее направление движения, роста. Тогда будет этот правильный рост. Потому что слабенькие розы, которые растут сами по себе, они могут стелиться ковром, но тогда они не вырастут большими такими. А если им дать определенное правило, дать вот эти вот жердочки розария, да, по которым они могут виться, тогда они будут расти буйным цветом, тогда будет больше цветов, тогда будет лучше условия для жизни. На самом деле ограничения, которые мы создаем сами себе, и женщина тоже может и должна создавать себе определенные ограничения, законы, создавать определенные правила, они наоборот нам помогают развивать свою жизнь в нужном нам направлении. Вот. Более того, они помогают еще и развивать жизнь других людей, тех же самых детей. Вот. Что значит перевернутый император для мужчины? Для мужчины перевернутый император — это слишком жесткие запреты, слишком жесткие законы. Следование правилу неукоснительно, без понимания того, что правила хорошо, как-то дорога ложка к обеду, да? Что правила нужно соблюдать там, где есть это правило. Они становятся занудами, они становятся чистоплюями такими, да? Они становятся слишком правильными, они становятся слишком правильными для самого себя по итогу, потому что этими ограничениями они сами себя отсекают от выбора. Вот. Давайте затронем чуть-чуть политику, да? Почему политика запрета чего-то, она ограничивает по итогу государства? Потому что если вы будете отсекать себя от общения с другими странами, как это происходит сейчас в России, да, вот жестко ставятся запреты. Таким образом, государство замыкается само в себе. Мы берем того же самого Александра Григорьевича Лукашенко, да, который своими действиями, которые он постоянно вводит какие-то запреты, да, то нельзя, это нельзя, тут не можно, да, по итогу он общаться может только с Россией. И по итогу все идет к тому, что как бы Беларуси не будет часть России просто, ну, с таким с белорусским акцентом, веселым в соломенной шляпе, да, часть России будет. Ну вот
по итогу вот такие неправильные действия слишком жесткие и ограничивают тебя самого в выборе способа действия, да? Создавая себе новые правила, ты сужаешь себе коридор возможностей. Поэтому мужчина, который слишком жестко действует по перевернутому императору, он слишком ограничен в выборах, он слишком прямой. Смотрите, перевернутый император — это военный. Конечно, императоры — это военные. У них там устав, у них правила, да. Сказано копать отсюда и до обеда. Вот по прямой линии. Ты что, тупой? Сказано люминий, значит люминий. Вот такой вот анекдотичный образ тупого солдафона — это и есть перевернутый император, который не может двух слов связать и говорит все таким казенным языком устава. Это бюрократия, да, это бюрократ, который видит только букву закона. Не положено, значит не положено. И все тут. То есть, вот это перевернутый император. Это слишком суровый отец, которому все равно, что там ребенок может рисовать совершенно волшебные рисунки на последней странице в тетрадке по математике. Допустим, у девочки, склонность к рисованию. И она на уроках математики, вместо того, чтобы считать эти логарифмы дурацкие, да, для меня дурацкие, опять же. Извините, если кого-то обидел из математиков. Я не думаю, что тут математика присутствует у нас. Вот. Вместо того, чтобы рисовать логарифмы, да, она рисует цветочки, причем рисует это очень хорошо, рисует красиво, очень естественно, с природным своим даром. Вот плохой перевернутый. И император скажет: ты что это тут рисуешь? Ну-ка давай считай логарифмы. Ты что, тупая что ли? Логарифмы считать нужно. Ты что, не понимаешь что ли? Вот. Это человек, который ограничивает природное развитие другого человека. Свое. Неважно чье. Это слишком жесткий запрет без учета ситуации. Слишком субъективный. Вот. От этого нужно уходить. Вот. Для этого нужно понимать, что все люди разные, хотя и относиться ко всем одинаково. Просто потому что сейчас модно относиться ко всем одинаково, но с учетом индивидуальных, особенных способностей, понимаете? Тут вот палка о двух концах. С одной стороны, мы сейчас ко всем стараемся относиться одинаково, с другой стороны, мы забываем о том, либо не хотим просто видеть того, что кроме прав есть еще и обязанности, да? Поэтому тут император — это слишком еще и серьезные обязанности, которые он возлагает на тех, кто, может, и не потянет. Император перевернутый — это тупое, слепое следование правилам без учета изменившейся ситуации. Например, что такое император? Это гаишник, это правила дорожного движения, давайте более широко возьмем, да? По правилам дорожного движения вы понимаете, что это правило, написанное кровью. Да? Человек был в какой-то сложной ситуации, понял, что так водить не надо, это плохо, можно умереть, поэтому вот тут есть запрет, который нарушать нельзя. Но если в какой-то ситуации вы видите, что гораздо проще нарушить, и ты этим никому не причинишь вреда, вот тут, конечно, возникает вопрос, нужен ли этот император всегда и везде, нужно ли это слепое следование закону. Например, если вы движетесь по главной дороге, и вы видите, что на второстепенной дороге уже пробка, да, за вами еще там 10 машин едет, вот, и вы видите, что тут 50 машин стоит на второстепенной дороге. По-хорошему, по-человеческим, по неписанным законам, нужно проезжать хотя бы через одного, да, пропускать людей, которые находятся в более тяжелом положении, вот, вперед, чтобы все были в более или менее равных. Так будет, справедливее, да, хотя не по ПДД, потому что по правилам дорожного движения тот, кто едет по главной, должен ехать по главной и все. Имеет приоритет. Так вот, слепое следование букве закона — это перевернутый император. А разумное прочтение закона — это понимание того, что закон суров — это закон, да, но его можно трактовать еще немножко по-своему. Вот, то есть, если ты имеешь преимущество, то это преимущество может выражаться в том, что это ты решаешь, кто едет первым сейчас. Я или я его пропускаю. Вот люди забывают, что преимущество, право преимущества — это не обязанность ехать первым, а это возможность ехать первым. Ты имеешь право ехать первым.
забывая о том, что ты как бы имеешь право еще и на этой дороге прямой притормозить чуть-чуть и пропустить того, кто может как бы выехать, спасти этим там 2-3 машины вперед себя пропустить и дальше уже ехать свободно. Вот. Поэтому нарушение закона там, где это приносит людям только пользу, наоборот, говорит о том, что нельзя создать закон стопроцентно рабочий во всех ситуациях. Потому как жизнь у нас естественная, природная, и она всегда найдет себе лазейку. Я не суровую математику прощаю. Математика все-таки присутствует. Окей, ладно, хорошо. Спасибо. Если император выражает картой дня. Ну, как я уже говорил, император по карте дня это скорее понимание того, что вы столкнетесь с какого-то рода порядком, законом, главой семьи, может быть, с налоговой, потому что образ государственной какой-то организации — это упорядоченная система некая, да, систематизированные какие-то данные. Это может быть общение с гаишником у вас в течение дня, может быть общение с отцом, конечно. Потому как самый яркий образ, самый живой человечный образ — это, конечно, отец. Потому что глава семьи — это тот, кто создает правила, по которым живет семья. По крайней мере, в патриархате он должен так создавать. Если вы не сторонник патриархата, надо сказать, что до сих пор наш мир живет по системе патриархата, поэтому сторонник вы либо нет, вы находитесь в этой системе. Вот, вы можете с ним бороться, но, скорее всего, безуспешно. Хотя в последнее время такие проблески, особенно в Штатах, там вот это движение MeToo, да, за права женщин. Еще раз, я не против этого, я просто за то, чтобы учитывать, что все люди разные. Вот, и делать всех равнять под одну гребенку, это тоже не очень правильно. Это как бы перегибать палку. Вот. Нужно учитывать, что мужчины в чем-то сильнее просто потому, что они в чем-то сильнее по своей природе. Никто не будет уравнивать мужчину и женщину, железнодорожных рабочих, которые укладывают шпалы. Да, конечно, это скорее мужская работа. Тут никто не будет бороться за права женщин в шпалоукладывании, да, просто потому что мужики сильнее. Вот. Физически сильнее. Есть какие-то природные данные, которые тоже не стоит игнорировать. Вот. Мужчины более склонны к отстаиванию своих мыслей, действий, да, своих прав. Вот. Поэтому они очень часто склонны к тому, чтобы действовать активно. Это тоже стоит учитывать в какой-то активной работе, где важна конкуренция, а не достижение согласия. Мужчины будут рулить, управлять, а женщины, которые более склонны к тому, чтобы находить общий язык, потому что им много тысяч лет они привыкли к тому, чтобы в пещере договариваться с соседями. Вот. Вспомните сериалы про каких-нибудь американских домохозяек. Вот там более реальная картина нашего человечества, чем она есть у нас в постсоветском обществе, где женщина вынуждена должна ходить на работу каждый день. Кстати, в капиталистической системе тоже. Сейчас уже все к этому сводится. Так что, в принципе, странного тут нет ничего. Император может выражать закон, порядок в любом его проявлении, ограничения какие-то. А какие именно? Ну, смотрите, общение с законодателем, общение с силовиками с какими-то. Вот, общение с законом. Суд может быть, да, судья может быть. Вот. Но это такой очень широкий смысл. Суд скорее идет по справедливости чаще, да. Но в общем ощущение закона, того, что вы столкнулись с системой, с государством, с законом, с моралью, потому что император, высшие законы, это, конечно, еще моральные законы, религиозные законы. Но в последнее время религиозные законы идут скорее по иерофанту, по традиционности. Вот это уже чуть-чуть другая тема, да. Это уже следующая карта. Хотя она тоже имеет отголосок того, что иерофант — это ходок по ту сторону, да, это посредник между Богом и людьми, как тот же самый Папа, да, вот, ну, Папа Римский имеется в виду. Вот он напрямую считается посредником между Богом и людьми. А мы с вами помним, что император, он как раз ходит в потусторонний мир с этими мамонтами, да, просто это материальный
символ, а император, иерофант это уже скорее такой, имеет отношение больше к информационной сфере, да, потому что это близнецы, это Меркурий, тот же самый маг, он же Гермес, Гермес Трисмегист, и это Прозерпина в близнецах, это умение найти что-то свое, индивидуальность, особенность, частность, да. Об этом мы будем говорить на следующих лекциях. Сколько у нас уже? Ну, 1,5 часа. Нормально, мы с вами так пообщались уже. Хорошо. То есть перевернутый... еще. Есть ли вообще смысл в дне колоды? Что значит дне колоды? Дно колоды? Может, в карте дня вы имели в виду? Есть в раскладе... Если в раскладе есть позиция суть ситуации или подобное. Ну, вообще, да, конечно. Может быть. Если суть ситуации есть, то, конечно, карта будет выражать, что в общем и целом. Но там будет, смотрите, если вы пытаетесь выразить суть ситуации одной картой, да, то он будет очень такой общий, да, абстрактный такой, взгляд сверху, как бы, да. Резюмирующая карта, она в общем и целом говорит, что происходит у тебя в жизни 2 словами по этой ситуации. Например, если выпадает император, то это значит закон. Вот, то есть, ну, закон, правила. Потому что император это живое воплощение этого закона, по которому все люди живут в одной империи. Они граждане одной империи. У них есть одно общее что-то правило, которое, как минимум, которому они подчиняются. То, что они граждане одной империи. Вот. Ну и, соответственно, они подчиняются одним законам, высшая форма которой является этот самый и император. Вот такие дела. То есть перевернутый император это авторитарность и диктаторство. Да, это главенствование закона там, где закон становится превыше всего, да, где он слишком выходит на передний план. Мы же с вами помним, что император, он всегда в паре с императрицей должен быть, должен присутствовать. Потому что, кроме закона, ты должен понимать, что если ты будешь слишком много правил, если мы будем руководствоваться только правилами, в нас теряется вот эта животная сущность, да, естественная, природная сущность. Свобода – это и есть умение идти туда, куда хочешь, без всякой ограды, да? А вот ограда – это как раз то, что создает император. Он направляет овец вдоль линии, да, он их выстраивает вдоль забора, вдоль ограды. Кстати, это очень похоже на перевернутого мага. Перевернутый маг это, ну да, что-то есть общее, но перевернутый маг он следует своему желанию. Перевернутый маг в первую очередь отстаивает свое желание, свое личное, индивидуальное. Он не распространяет это на всех людей. Он не говорит, что вот это мое желание правильное, давай подчиняйся этому правилу. Маг говорит о том, что это мое правило, это для меня правильно, я буду этому следовать. Вот. А вот император, он свое это желание распространяет уже на всех. Поэтому все эти овны сидят у него в ногах, да, то есть, ну, он опирается на них, на силу желаний отдельных личностей, опирается как раз этот самый император. Вот. А вы используете нумерологическую квинтэссенцию расклада? Нет. Давайте так, я не сторонник того, чтобы быть человеком-оркестром, да, и одинаково хорошо разбираться во всем. И в астрологии, и в таро, и в нумерологии, и в кабале, и там в теософии, в чем там только, да, в алхимии, там, я не знаю, в чем угодно. Я не сторонник того, чтобы прям вот все-все-все в кучу сваливать. Если вам по душе нумерология, никто вам не мешает работать с картами Таро, используя нумерологические какие-то системы. Оно у вас будет хорошо пользоваться. Если вам нравится нумерология, это значит, что вы будете чувствовать вдохновение от работы с цифрами. Пожалуйста. Вот. Но астрология это скорее образное такое очень чувствование мира, образное, символичное очень, потому что вот эти знаки зодиака и планеты это ощущение, это понимание того, как оно все взаимодействует друг с другом, исходя из естественной своей сути.
Вот. Понять циферки — это очень абстрактное умение. Я по-хорошему завидую тем людям, которые хорошо работают с цифрами. У меня с цифрами не очень сходится. Общую концепцию цифр я понимаю, но она скорее такая... Она скорее символичная, опять же, да, то есть единица — это присутствие чего-то, двойка — это двойственность, да, у нас есть одна точка зрения, есть вторая точка зрения, мы из одного получаем два, да, есть какие-то противодействующие силы, противоборствующие желания. Тройка — это взаимодействие двух этих противоборствующих желаний, и по итогу что-то получается третий, какой-то консенсус, мы вырабатываем какое-то общее для двух людей желание, договариваемся, сторговываемся. Четверка — это некая стабильность, по которому это желание как бы совершает повторяющиеся действия. То есть на этом можно очень хорошо брать цифровые карты, да, номерные карты Таро по младшим арканам. Там их как раз 10 штук в каждой стихии. Очень удобно раскладывать по этим. Ну, вот я с цифрами так работаю. Я не высчитываю номер каждой карты, не складываю их вместе, чтобы получить некое конечное число, конечную цифру какую-то и трактовать уже ее. Хотя это тоже рабочая система, у нумерологов это работает. Почему нет? Если у них это работает, значит они молодцы. Вот. Если я работаю рубанком, да, я не против того, чтобы кто-то использовал сварочный аппарат. Если мы все вместе работаем на какой-то стройке, каждый отвечает за то, что у него получается лучше всего. У кого-то быть сварщиком, у кого-то кузнецом, кому-то там камень на камень ложить, каменщиком, а кто-то столяр. Поэтому кому-то таро, кому-то нумерология. Просто мы должны понимать, что дом, он строится и из дерева, и из камня, и из металла, да, и все это имеет стыки. И все это взаимодействует, и все это нужно учитывать. Вот, потому что... Но не стоит работать с камнем, как с деревом. То есть стесывать камень рубанком, ну такое себе. Применять нумерологию прям напрямую картам Таро я бы не стал. Точно так же, как и говорить, что император — это точно вот именно этот дом, да, вполне может быть, что я ошибаюсь. В моем видении карта очень похоже на то, что говорит о себе телец, потому как телец, он такой, он как раз такой. У него есть правила, у него в негативе часто проскальзывает шаблонность мышления, то есть слишком жесткие законы человек отстаивает все время, да. Вот. Но по картам Таро есть такие же плавные переходы между двумя картами, потому как император-учитель, да, потому как он ходок по ту сторону за дверь выходит, да, он создает правила, где нужно ставить эту дверь. Он Хирон, который ключ к знаниям. Вот тот же самый Хирон и ключ к знаниям есть в Императоре. Там напрямую эти ключики. Он напрямую смысл Императора — это посредник между человеком и знаниями. Да, то есть он учитель. И вот кто больше учит? Отец, либо учитель начальной, там, либо средней школы, либо вуза? Кто больше человека выстраивает по правилам жизни? Кто его знакомит с системой мировоззрения? Отец, либо учитель? Потихоньку и тот должен быть. Да? Поэтому вот этот плавный переход из карты в карту мне нравится примерно так же, как и плавный переход от Хирона к Гермесу, то есть к Меркурию, да, как переход от Тельца к Близнецам. Там все происходит постепенно. Не бывает такого, что 20 мая человек еще Телец, а 21 там в 0 часов 01 минуту он так щелк, и уже все, он уже Близнецы, у него абсолютно другие качества. Родись он на одну минуту раньше, причем не совсем понятно по какому часовому поясу, но это оставим астрологии. Нельзя сказать, что там такая прям четкая граница. Ну, по крайней мере, с точки зрения карт Таро. Поэтому тут можно сказать, одну систему приходится втискивать в другую. Приспосабливать, как я говорю, натягивать немножко сову на глобус, чтобы налазило, да, чтобы получалось, чтобы по итогу было что-то вменяемое. Но так как я таролог в первую очередь, то я подстраиваю астрологию под карты Таро.
А вот карты Таро я вижу с точки зрения мифологической. То есть я беру всю ту символику, которая присутствует в картах Таро, и объясняю ее в первую очередь с точки зрения богов, как они раньше были, с точки зрения философии, с точки зрения мифологии, литературы, истории. Да. Причем, заметьте, европейской. Ну, просто потому, что я европеец, да, по складу ума, по месту жительства и по характеру. Я не восточник, поэтому вот пятая стихия для меня это что-то такое запредельное, я не очень понимаю, как там. Ну, я понимаю, что как-то у них это может быть, но я не очень понимаю, как можно жить в Китае без нормального человеческого интернета, у них там свой интернет. Ну, в общем, каждому свое. И опять же, лезть со своим уставом чужой в монастырь, я, конечно, не буду учить астрологов, как им там нужно трактовать свои знаки зодиака. Ну и пусть, пожалуйста, тогда астрологи не учат меня, как мне трактовать карты Таро. Если карты Таро, в первую очередь, это философские, мифологические понятия. И только во вторую, в третью очередь они там уже там нумерология, астрология, каббала, там, алхимия. У них на самом деле больше от алхимии, чем нежели от нумерологии. Ну, с другой стороны, она там тоже есть. На вопрос, когда произойдет событие, выпадает император. Можно определить дату. Даты и карты Таро это очень... Ну, по крайней мере, для меня даты и карты Таро это очень разные понятия, потому как они сложно взаимодействуют. Вот. Я не подскажу, что именно. У каждого таролога своя система понимания времени по картам Таро. Вот. Если я вам обозначу свою систему, она вам ничем просто не поможет. Только с опытным путем приходит понимание того, как ваши карты Таро чувствуют. Вернее, как вы через карты Таро чувствуете время. Люди, во-первых, время по-разному чувствуют, да, они видят его через материю, через изменение материи. Ну вот, а карты Таро это не столько материя, сколько напрямую ощущение. А напрямую ощущение у всех разное. Те же дети, для них день тянется очень длинно. Для взрослых, для стариков тем более, день пролетает в один миг. Смотришь, уже жизнь пролетела, и не совсем понятно, как так. Вроде вчера только бегали голопузами этими оборванцами, да, детишками в войнушку играли, а тут смотришь, уже старик. Ну вот, поэтому время это очень такая тонкая тема в картах Таро, и как бы советовать что-то я не буду. Если взять императора как художественный образ, то на кого он больше всего похож? Смотрите, буквально вчера, по-моему, да, вы знаете, наверное, да, что я большой поклонник современного кинематографа, просто американского в особенности, потому что современный американский, да и мировой, в принципе, тоже кинематограф, он в последние годы, он прям строится вот на этих архетипах, на этих образах. Причем так ярко и отчетливо, что прям думаешь, ну елки-палки, они там что, астрологию все изучают? Либо как-то там, ну, одну и ту же траву курят? Что им одни и те же мысли в голову приходят? В последнее время распространено очень такая штука, как называется, скринплеинг, да, то есть сценарное искусство, которые строятся на умении сопоставить архетипы, которые узнаваемы для всех людей в определенном порядке, чтобы как-то более или менее зацепить человека за те якори, которые вообще у всех. Чтобы всем было интересно смотреть условную матрицу, либо условного терминатора, чтобы каждый находил в нем что-то свое, в зависимости от того, как он видит эти образы. Да? Вот, допустим, я сейчас приведу такой пример, не очень как бы... Так, а что у нас там по художественным образом? Я уж не помню, были ли там у нас. Ну вот, как я уже говорил, судья Дред, да? Мужественный такой прям квадратный, чуть ли не с квадратной челюстью Сильвестр Сталлоне. Да, вот он такой... я и есть закон, да, я вас тут и поймаю, и осужу сразу на месте, еще и исполню, приведу приговор в исполнение, да, на месте сразу, расстреляю, если что, не так. Вот, это очень яркий образ императора, да, он такой, ну как бы яркий, но не полный. Потому что тут он сам боевая единица, но он олицетворяет собой тот самый закон. Он не является императором. Он вот один из этих овнов, которые подчиняются воле императора, да?
Он как бы и олицетворяет собой закон на материальном каком-то уровне. Вот, интересный образ. Ну, вот этот царь, любой царь, да, король Артур, опять же, пожалуйста, художественный образ, который говорит о том, что человек склонен приводить весь хаос в какой-то определенный порядок, да. Он взял эти 12 знаков зодиака, вы же заметили, что круглый стол и знаки зодиака в их схеме, в зодиакальном кольце, потому что их там 12 самых сильных этих воинов, и он первый среди равных. Вот, пожалуйста, король Артур. Вот, это законодатель, собиратель земель, собиратель героев, где каждый из королей, он как бы герой, но тем не менее все они равны. Все они вот эти овны, да, в стадии этого самого и императора. Так вот, современные американские фильмы, они очень интересно пользуются этими архетипами. И если вы чувствуете, если вы понимаете эту символику, вы можете видеть их в таких неожиданных местах. Прям, ну, очень смешно, очень интересно смотреть. И понимая, что, наверное, люди, конечно, руководствовались просто более общим образом властного императора, да, но тем не менее, это видишь порой в таких фильмах, в которых не ожидал увидеть. Например, вчера мы смотрели новый фильм, как он, «Годзилла против Конга», да? Казалось бы, какая там высшая философия? Две здоровые твари лупят друг друга почем зря по непонятной причине. Вот. То есть вот эта Годзилла огромная, которая плюет энергией в виде голубого луча, да, там электричество прям, да, такая сильная здоровая тварь, не очень умная, и игуана-переросток, плюющаяся огнем. И Кинг-Конг, который вообще здоровая обезьяна, да, и тоже вроде бы порождение природы, но при всем этом он там отстаивает какой-то порядок, он охраняет какое-то племя диких людей. Так вот, там очень интересное сочетание образов. Годзилла, которая порождение природы, да, и по той версии того фильма, который я смотрел вчера, да, она отвечает за, как это сказать, за то, что из пола Земли, там еще теория пола Земли, там столько всего намешано, так забавно все это смотреть, очень, ну, очень забавно, в самом деле, очень весело. С одной стороны смешно, с другой стороны смотришь, что они просто взяли вот все эти архетипичные образы и сплели в какую-то такую форму фантастическую, но смешную и имеющую некоторую внутреннюю логику. И когда ты смотришь этот абсолютно бессмысленный по сюжету нелогичный фильм, внутреннюю логику взаимодействия этих архетипов ты чувствуешь, ты видишь, что Годзилла, которая явно олицетворение живой природы, которая вырвалась на свободу, да, и угрожает человечеству уничтожением, если оно себя будет вести неправильно как-то, да. С другой стороны, вот этот Кинг-Конг, который жил себе там на своем острове и охранял племя людей от нападения страшных монстров, которые вылазили из этой полой земли. Он как бы такой император, который хранил своих подданных, да? И они ему поклонялись как какому-то царю-королю. Так вот в этом новом фильме они сходятся вместе и по итогу договариваются, потому что против них люди, злые люди, выпустили искусственную, механическую Годзиллу, которая плюется той самой энергией. И вот все это смотришь и понимаешь, что вот это взаимодействие архетипов, ну, такое забавное, причем так часто все это в прямом смысле, когда в какой-то момент Кинг-Конг, который взаимодействует с какой-то маленькой глухой девочкой, которая тоже образ вот этой высшей жрицы, которая знает тайный язык, которым она может, язык жестов, общается с этой обезьяной гигантской, да, и они везут этого Кинг-Конга в эту полую землю, обещают ему, что там его дом, в который он вернется и который он ищет. То есть опять это по Фрейду поиски вот этого рая детского, да. И в какой-то момент обезьяна это находит, вот тот самый дом, находит какой-то топор свой старый, да, и садится в каменный трон, где сидит как в самом деле, как император, как закон, как защитник, протектор вот этих людей.
это настолько вот попадание в точку, что, ну, я так давно не смеялся, как они все это ловко завернули в фантастику. Так смотришь и думаешь, то ли они понимают, что они делают, просто пытаются деньги заработать, то ли просто это я уже вот вижу все эти образы и понимаю, что эти образы, они очень архетипичны, и что человек, сидящий на троне, и есть олицетворение закона порядка для всех, понимаете? Ну вот. Поэтому я очень советую смотреть современные американские фильмы. В них очень много сейчас за последние годы вот столкновений этих самых архетипов. И порой в необычных местах, в необычных фильмах, которые кажется, ну, как ты там с ними будешь. Например, тот же самый фильм «Фантастическая четверка», где 4 супергероя, в прямом смысле слова олицетворение земли, воды, огня и воздуха, 4 стихий. Там есть каменный человек, есть человек, который управляет огнем, есть человек, там, который гибкий, он принимает любую форму, как вода, есть какой-то там еще какой-то воздушный там командир, который ими командует. В общем, очень интересно, очень забавно и очень помогает в тренировке сознания для работы с архетипами. Поэтому пренебрежительно относиться к современному кинематографу я бы не советовал, потому как туда вкачаны огромные деньги, зарабатываются огромные деньги, люди работают суперпрофессионалы, и они хорошо знают человеческую психологию, хорошо знают человеческие архетипы, и этим всем пользуются. И это все нужно смотреть просто потому, что это дает вам определенную глубину работу с теми же картами Таро, а по итогу с нашей жизнью. Вот. Роман, образ супергероя в кино — это маг? Да, маг — это человек, который имеет некую идею. Да, смотрите, у каждого супергероя есть какая-то идея, за которую он борется. У него есть какая-то суперспособность. Нельзя сказать, что маг — это супергерой. Я бы сказал, что супергерой — это и маг, который борется за какую-то идею. И порой это олицетворение закона порядка, как тот же самый Бэтмен. Да, он что делает? Он наказывает преступников. То есть он император, да, он отстаивает закон. Это Робокоп, да, робот полицейский, да, это тот же самый, этот самый, как его, судья Дред, который тоже как бы супергерой такой, да, но он там суперполицейский такой, там все знают про него, он легендарный такой личность, да, тоже супергерой по-своему. Вот. Но это еще и отшельник, потому что отшельник — это умение воспитать в себе определенное качество, такое, которого нет у других людей. Основная проблема героев, вот этих супергероев, в том, что они одиноки, что их мало кто понимает, что они сами сражаются вот со своей природой, да, и потихонечку к чему пришла вся культура вот этих супергероев, да, этих кино, комиксов, всего этого, к тому, что, смотрите, сейчас уже орудуют целые команды этих супергероев, да, то есть такое близнецовое время, ощущение того, что все супергерои, они, конечно, разные, каждый по-своему, там, Супермен, Бэтмен, там, Аквамен, там, кто там что только, там, Человек-стиральная машинка, что угодно, да, вот. Но они все работают вместе, они как бы все равны. Вот. Но просто есть некоторые более равные. Те, кто организовывает их, да, типа как вот этот Железный Человек, он собирает эту всю команду супергероев, да, вот. Но он тоже как бы у них там демократия. То есть это прообраз нашего общества, где каждый человек личность, у каждого человека есть какая-то своя сила, способность, супергеройства. Ты должен развивать свою эту силу как по картам Таро, так и в нормальной жизни. Поэтому именно образ супергероя, он такой, он сложный, он не такой простой, чтобы впихнуть его в одну карту. Вот, поэтому там есть и дьявол, это желание проводить свою собственную политику, быть не таким, как все. Это и отшельник, потому что он одинок. Допустим, вот тот же самый Хэнкок, да, помните вот этот фильм с Уиллом Смитом? Супергерой Уилл Смит, негр такой, да, у которого нет памяти, он там пьет, бухает, такое, делает все очень неуклюже, пока спасает одних, там 20 машин сломает, 2 здания разрушит, такой вот. Вот, он очень одинокий человек, и там был вот смысл именно одиночества в своем супергеройстве. Вот это отшельник, да, много всего всякого интересного есть там, да.
Можно сказать, что сама система этих супергероев, да, она растаскивает их качество по всем картам Таро. Каждого супергероя можно впихнуть в разный аркан Таро из-за его способностей. Там кто-то летает, кто-то там огнем плюется, кто-то там служитель закона, да, как тот самый там кто, Бэтмен, да, сказал. Когда спросили у Бэтмена, а какая твоя суперсила, суперспособность, он сказал: деньги. Да, я могу купить себе любой вот этот костюм и пользоваться этим костюмом, да. И на самом деле это просто человек в костюме, который пользуется всеми вот этими прибамбасами какими-то сложно-техническими, как и железный человек. У железного человека спрашивали: кто ты такой, в чем твоя суперсила? Он сказал: моя суперсила в интеллекте, я могу создать что угодно. Вот железный человек, он скорее Овен, вот потому как намек на то, что он железный, да, и он летает, и он сам, он один, он индивидуальность такая, он супермозг, маг. Вот маг, он скорее железный человек, он может создать что угодно, у него рождаются идеи, и он их осуществляет. Вот. Интересно. Вот. Вот такие дела, пироги. Так что супергерои это не такие тупые фильмы, как вам кажется. Поэтому, когда я вижу в интернете, как одни говорят: ой, очередные эти супергеройское кино, такая тупость, такая глупость, ничего подобного. Для вас это тупость, глупость, если вы не видите этих архетипов, если вы не понимаете, о чем там в этом фильме речь идет. Если вы видите просто идею фильма на уровне кто кому из бластера в голову выстрелил, то, вы жизнь видите в таком аспекте. А если вы понимаете, в чем там эти голливудские сценаристы видят конфликт Бэтмена с Суперменом, вот тут и задумываетесь, а что там они курят такое интересное. Интересное что-то курят, надо сказать. Роман, если можно, подскажите фильм, в котором можно извлечь знание, понимание архетипов. Не подскажу. Не подскажу. Я подскажу фильм, который вот хорош, допустим, для понимания архетипа императора. Это «Судья Дред». Серьезно. То есть вы гляньте вот именно с Сильвестром Сталлоне, а можно еще новый фильм 2017 года, по-моему, новый вот этот Дред, по-моему, называется либо как, либо Судья Дред. Там уже более так архетипично. Там у судьи Дреда есть девушка-стажер, помощница, которая обладает кинетическими способностями, психическими какими-то, в общем, что-то там такое. И вот там женская природа и мужская природа. Это там явное изображение того, как естественное, врожденное, природное по императрице способности человека, да, сталкиваются с понятием закона по императору. Вот новый «Судья Дред» 2017 года очень хорош. Класс, очень интересно про супергероев, спасибо. Я люблю находить эти архетипы везде, где только не есть. Новый не такой жесткий. А сейчас все какое-то такое, знаете, прилизанное какое-то такое. Все очень политкорректное. Это тоже не очень хорошо. Потому что если все такое выровненное, прилизанное, порой теряется суть. Хороший, опять же, фильм по архетипам, это, как ни странно, Mad Max, да, Безумный Макс, вот это «Дорога ярости», 2000 какого-то года, там, 15-го, 16-го, не помню. Там, где вот эти гонки по пустыне, взрывы, это все. Тоже очень интересно, если вы посмотрите и покопаетесь в архетипах, почему этот неумирающий Джо, почему он именно неумирающий, почему он там главный, почему у главной героини нет левой руки, есть протез левой руки. Хотя вот это не объясняется никак. Но мы понимаем, что это не просто так, да? Очень много-много интересного есть в современных фильмах. Там есть что копать, очень много есть что копать, очень много интересного. «Железный человек» — моя любовь. Он такой, да, он яркий, мачо такой, это образ того, что я делаю, что я хочу. Не важно, что вы там я вот умный, да, поэтому я сам себе закон, я сам себе решу, что мне там нужно. Одну девушку, вторую девушку, да, либо там. Но все равно у него есть любовь, да, своя приверженность чему-то. Он такой эксцентричный очень, как овны, они такие вот
я хочу, значит, я это буду делать. Неважно, как там, что там обо мне люди думают. Вот это такой правильный Овен, железный человек. Вот. Для вас, Антонина, правильный Овен — это идеальный выбор, потому что вы же, насколько я помню, весы, да, по знаку зодиака. Вот. А противоположность весам — это Овен. И, конечно, он вас будет привлекать своей этой вот независимостью. Потому как весы, они чувствуют вот именно индивидуальность. Они помогают индивидуальности осуществлять ту самую свою индивидуальность. Весы — идеальный партнер для Овна. Вот. Конечно, там масса конфликтов возникает при этом, но зато же если искра проскакивает, то получается прям что-то волшебное, супер. В Стражах Галактики енот какой архетип? В первую очередь это архетип животный. Животное, то есть естественное природное животное желание делать то, что в тебя заложено природой. Вообще все звери в таких вот в произведениях это намек на нашу животную сущность. Вот. Поэтому вот это вот естественное желание стрелять во всех и кусать, и быть таким вот злым, таким щетинистым, да? Ну вот, это вот архетип, давайте глянем по картам Таро, что это может быть. Это скорее вот такой дьяволенок, да? Скорее очень похоже на дьявола, потому как дьявол не хочет быть как все, да? Вот, он скорее такой вот, а что это ты мне тут указываешь? То есть, ну, не хочет быть частью общества. Вот, но с другой стороны, у него есть свои слабости, да? Потому как он еще, там стоило его погладить по голове, он сразу такой становился, ой, меня гладят, мне хорошо, да. Ну, в какие-то моменты в такие. Вот, у него тоже есть свои слабости, тоже своя зависимость от чего-то. Ну вот. Ну, это так, это я навскидку, я думаю, что если покопать, то можно будет. Но это вы хороший пример привели, хороший вопрос задали, это сразу меня в тупик поставило, поэтому это значит, это хороший вопрос. Интересно. Но умение как-то приручить такую природную животную сущность, это, конечно, солнце. Вот. Но тут как надо работать с этим енотом солнца. А вот сам енот, ну, сложно сказать. Скорее, какой-то такой ребенок, обиженный, у которого страх есть. Это симбиоз Луны и Солнца, может быть. Ну, хорошо. Вот такие дела, пироги. То есть, собственно, по императору, я думаю, что вы прониклись, да, идеей того, как себя нужно вести по императору. Закон, порядок и понимание рамок этого самого закона. Закон должен опираться на свои собственные рамки разумные, понимаете? Если закон будет слишком суров, то он тоже будет разрушающий. С ураном не связан. Уран — это желание разрушать. Ну, не столько разрушать, сколько стремиться к чему-то новому. Это я чуть-чуть загнул про желание разрушать. Уран — это скорее желание творить что-то новое, да? Косвенно отсюда желание разрушать что-то старое. Это взаимодействие Сатурна с Ураном. С Ураном не связан. Может быть связан, да. То есть такое, ну, Уран — это очень высокое понятие, очень, очень сложное, чтобы его так в двух словах, да. Это вот по поводу Марса мы можем рассуждать так более или менее каждому интуитивно понятно, что такое Марс, что такое Венера, что такое Телец, Овен, да, мы можем чувствовать. Потому как это такое что-то личностное. Вся первая треть зодиака, она основана на том, что принадлежит самому человеку по отношению к самому себе. По первой трети человек познает жизнь через себя. По второй он начинает познавать жизнь при взаимодействии с другими людьми, как бы, вернее, при том, что он может дать этим людям, сам он может дать другим людям. А третья зона зодиака, вот эта вот желтенькая, оранжевая, да, это взаимодействие с этими людьми, вот, первых двух, собственно, частей самого человека и этих людей. Вот. Поэтому, как бы, чем выше планета, да, тем более она такая социальная, тем более она сложная, тем более сложнее ее понять интуитивно. Потому как, ну, некоторые человеческие законы понять интуицией, ну, порой можно понять только интуицией, а вот прислушаться к ней бывает сложно. Окей, хорошо. Ну что ж, опять такой интересный философский
вечер у нас получился. Я очень люблю такую атмосферу. Поэтому, если вам интересно то же самое, то каждую пятницу, пожалуйста, жду вас. Ну, я надеюсь, что каждую пятницу, может, четверг, пятница. То есть вы, пожалуйста, следите за обновлениями. Я всегда стараюсь примерно за сутки, либо с утра вывешивать эфир, да, то есть эфир всегда у меня запланирован. Я стараюсь не выходить внезапно в эфир, только если вдруг, забыл, то может быть. Но так обычно стараюсь где-то за сутки. Заходите просто на канал, смотрите, там ставьте лайки, комментируйте, все вот это вот. Вот, так что приятных вам выходных. Смотрите, пятница, да, это с одной стороны Венера, с одной стороны это расслабление и приятное времяпрепровождение вечером, с другой стороны вы должны помнить об императоре, ограничивать себя в алкоголе, сладком, в излишествах всяких нехороших, да, то есть это вот все. Поэтому вот помните, что императрица всегда должна быть в паре с императором, император в паре с императрицей. То есть он должен помнить, ради кого все эти законы, какой смысл в этих законах. Добренько. Всем спасибо, всем удачи. Пусть у вас эти выходные будут хорошими, приятными, ну и интересными. Смотрите фильмы, раскапывайте архетипы. Ну вот, может, что-нибудь интересного и мне тоже расскажете в следующий раз. Всем пока, всем счастливо.